年后的魂导器，有意思。 Хотя главными героями боевого континента 2 являются Хуэйхао и Танутун, дочь Тансана, которая сейчас скрывает свою личность и зовется как Ван Дун. Но, как ни странно, за кулисами всем управляет Тансан. Его так или иначе можно считать самым главным героем всех частей боевого континента, которых на самом деле более 5. Да, некоторые части будут о его детях или внуках, но в итоге все возвращается к нему. Даже сейчас Тансан как бог-король занят важными делами в Божественном Царстве, а оно является высшим планом, нежели планета боевого континента. Поэтому, как же боевой континент 2 связан с Тансаном, и когда он снова появится? Хотел поблагодарить всех. Под предыдущим видео в понедельник вы набрали просто немыслимое количество лайков. Даже не 1500, как говорилось, а целых 2000 лайков. Видео об аниме «Трон, отмеченный богом» также обязательно будет. Давайте повторим такой результат и на этом видео. 10 тысяч лет назад, давным-давно, Тансан основал клан Тан. Для него, конечно, прошло всего 20 лет, поскольку время в низшем мире боевого континента течет иначе, чем в высшем божественном царстве. Клан Тан быстро развивался, благодаря своему уникальному скрытому оружию и славе Тансана. Однако со временем он пришел в упадок. Основная причина заключалась в том, что развитие духовных проводников сделало скрытое оружие менее полезным и уникальным. И это не значит, что скрытое оружие плохое. Вероятно, оно просто устарело, из-за того, что духовные проводники имели более универсальные возможности для разных духовных мастеров, имея при этом ту же смертоносную силу, что и скрытое оружие. Как показано в трейлере, Тансан с удивлением обнаружил, что проводники души являются крайне могущественными инструментами. Особо мощное оружие может существенно повысить силу мастера и дать немалое преимущество в битве. Это мощное оружие и оборудование, которое духовные мастера могут активировать, используя силу духа. Общим для них является то, что они используют один и тот же или похожий тип энергии. Существует множество различных типов устройств духовного наведения, однако их можно разделить на две основные категории – устройство духовного наведения ближнего и дальнего действия. Устройство активируется силой духа. При активации они потенциально могут стать мощным оружием. Чем мощнее устройство духовного наведения, тем больше требуется духовной силы. Можно сказать, что чем выше уровень развития мастера, тем более мощное оружие он может использовать. Духовные инструменты также делятся на классы. К примеру, пушка суперразложения – инструмент души 9 класса. Оно выглядит как копье, длиной 3 метра, и выпускает темно-зеленый луч света, который может пробить даже связанные защитные барьеры, мгновенно уничтожая и превращая цель в зеленые частицы. Всего Тансан появлялся несколько раз в боевом континенте 2, можно пересчитать по пальцам руки. Первый раз это было во вступительных главах, прологе, который знакомил нас с семьей Тансана в Божественном Царстве, и тогда Тансан был прямо упомянут. Второй раз был в долине Цянькун-Цин-Цин. На этот раз это была битва между Тансаном и Хуэйхао, хотя Тансан не упоминался напрямую, но фигура, держащая золотой трезубец, очевидно была Тансаном. Еще один раз был в прибытии морского бога, когда Танутун использовала свой 9-й навык души, призыв морского бога, чтобы спасти себя и Хуэйхао. Почти в конце второй части Тансан появляется и встречается со своей дочерью и Хуэйхао. Вот как это описывается в книге. Золотистая фигура медленно становилась все четче и четче. Перед всеми появился красивый мужчина, которому на вид было всего 20 лет. У него были длинные голубые волосы, не спадавшие до самых ног, а крепкая фигура и широкие плечи придавали мужественного вида. На его длинном синем халате была рябь. Рассматривая его ближе, можно было плениться синим цветом его халата. Вся душа человека могла бы даже погрузиться в этот океан. Хотя на вид парню было всего 20 лет, взгляд его глаз был очень глубоким. Они казались совершенно пустыми, но в то же время вмещали в себя все. Временами в них появлялась фиолетовая, движущаяся вспышка, словно он мог убить в одно движение. В правой руке он держал огромный золотой трезубец. Этот трезубец был очень хорошо знаком Хуэйхао. Он является... «Папа!» – внезапно закричала Танутун. Ее фигура мелькнула, и она бросилась в объятия Тансана. Синеволосый мужчина широко раскинул руки и обнял ее. На его лице было благосклонное выражение. Он нежно погладил розовато-голубые волосы Танутун. Очень ждем эту встречу Тансана с дочкой. Пусть она и будет в самом конце аниме, но это будет очень трогательно. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть появление Тансана и его встречу с дочкой. Подписывайтесь на канал и всем пока.